Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости и подписчики моего канала, любители выращивания винограда. Сегодня по многочисленным вашим просьбам я покажу вам простейшую модель кельчеватора для укоренения виноградных черенков, которую можно сделать в домашних условиях с минимумом затрат. Модель настолько простая, что все эти детали, которые в нее входят, составные части, можно купить в магазине Fix Price. Например, вот этот поддон. Я вам все постепенно расскажу, из чего все состоит, и вы сами поймете, насколько все это просто. Зачем нужен кельчеватор для выращивания винограда? Ведь можно просто укоренять, точнее, черенки винограда в обычной баночке с водой, как мы многие с вами привыкли это делать. Да, так можно делать, если у вас есть условия для создания температуры. Те, кто давно уже занимаются укоренением виноградных черенков, знают, что виноградные черенки хорошо укореняются при определенных условиях, а точнее это при температуре плюс 25, плюс 27 градусов. Это оптимальная температура для укоренения виноградных черенков. При этом желательно, чтобы еще была разница температур. То есть у низа черенка, у его пяточки должна быть температура 25-27 градусов в нижней части, а у верхней части черенка желательно, чтобы температура была пониже, ну хотя бы там 18 градусов тепла. И если есть такие условия, то и 15, конечно, градусов подойдет, будет еще лучше. Но такие условия создать, конечно, достаточно сложно в комнатных условиях. Ну, самое главное, чтобы у нас было у низа черенка 25-27 градусов тепла. Так вот, не у всех получается создать такие условия. Многие меня часто спрашивают, как это сделать. Ну вот просто я поставлю баночку с водой на подоконник и как бы и все. Но нет, на подоконнике температура может быть и 20 градусов, и 18 градусов тепла. А если ближе к окну, так вообще будет температура ниже. И черенки, конечно, либо могут совсем не укорениться, либо делают это очень долго и болезненно и мучительно, если можно так сказать. Поэтому температурный режим очень важен. И вот давайте перейдем непосредственно к самому обустройству этого кельчеватора водяного типа. Как же здесь в этом, так скажем, приспособлении регулируется температура? Все очень просто. Вот аквариумный нагреватель для аквариума. Используется он для подогрева воды в аквариумах и бывает разной мощности. У меня, вы видите, сейчас 50 Вт. Это один из самых слабомощных нагревателей. Он как раз таки и больше всего подходит под тот объем воды, который у нас в данном кельчеваторе присутствует. Здесь примерно 3 литра воды. Стоит такой обогреватель недорого, купить его можно в любом зоомагазине. Следующий предмет, который нам обязательно понадобится, это, конечно, градусник. Обычный также аквариумный градусник, он стоит недорого, также продается в зоомагазине. По градуснику, по термометру, правильнее, наверное, будет сказать, мы контролируем температуру. Потому что, как я уже сказал, вот этот вот нагреватель, вот сразу вам я не сказал, сейчас говорю, у него есть регуляция температуры. Но не всегда вот эти значения, которые здесь на шкале присутствуют, не всегда они совпадают с Цельсиями. То есть с той температурой, какая в воде. Это приходится подбирать уже, так скажем, экспериментальным путем, выставляя определенную температуру и контролируя ее по градуснику. Так вот, в таких условиях с помощью вот этого нагревателя воды и градусника мы подбираем такой режим работы водонагревателя, чтобы у нас постоянно была температура в пределах плюс 25, плюс 27 градусов. Постоянно лежит в емкости термометр, и ежедневно мы сверяемся с температурой. Но уверяю вас, что температура благодаря автоматической работе аквариумного водонагревателя практически всегда держится примерно у той отметки, которую вы зададите. То есть плюс 25, 26, ну может быть 27 градусов тепла. Далее
Далее. Вот такой вот саму емкость для кельчеватора можно купить в магазине Fix Price или в любом другом магазине, где есть отдел для, ну, скажем, для бытовых принадлежностей. Вот такие вот пластиковые емкости всегда есть в наличии. Горшочки понадобятся. Горшочки необычные. Этот горшок емкостью 2 литра. У горшка должны быть вот такие вот дренажные отверстия. Причем, вот еще обратите внимание, вот здесь должна быть обязательно ступенька. Только вот такие горшки подойдут нам для того, чтобы использовать их в данном кельчеваторе. Другие горшки не подходят, у которых плоские дно. На такие внимания не обращайте, такие не подойдут. Именно с таким вот выступом, чтобы вода могла спокойно подходить к черенкам, которые стоят в таком горшочке. Вот обратите внимание, как они здесь расположены. То есть вода проходит через дренажное отверстие и, соответственно, нижняя часть черенка находится в воде. Уровень воды я поддерживаю в пределах примерно около 2,5-3 сантиметров. У меня вот здесь вот сбоку, я вам потом покажу, еще маркером я начертил рекомендуемый уровень воды, который приходится ежедневно, ну не каждый день, но, скажем так, один раз в 2-3 дня проверять и подливать воду, потому что вода испаряется достаточно быстро и уровень интенсивно. Воды ежедневно я проверяю по вот такой вот риске, который я нарисовал влагостойким маркером. Чтобы вода не портилась, а также для стимуляции корнеобразования на черенках винограда, я добавляю в воду вот, смотрите, перекись водорода. Обычная аптечная 3% перекись водорода. На такой объем, а здесь у меня 3 литра воды, я добавляю примерно раз в 2 недели 1 столовую ложку перекиси водорода. Вода в этом случае никогда не портится. И также перекись благотворно влияет на окоренение черенков. Это я уже давно заметил и ежегодно применяю перекись при укоренении виноградных черенков на воде. Те, кто давно уже занимается укоренением виноградных черенков, знают такую особенность при укоренении виноградных черенков на воде, что глазки верхние всегда раскрываются быстрее, чем появляются корни. Это нормальное явление при укоренении на воде. Бывает даже очень часто такое, что побеги достигают даже длины порядка 10 сантиметров, завязываются гроздочки, которые надо будет потом, конечно, удалять, и при этом еще корешков нет. И постепенно корешки уже появляются с некоторым запозданием. Это особенность укоренения на воде виноградных черенков. Как только раскрываются верхние глазки и появляются первые листочки, черенки желательно досвечивать в течение 12 часов с помощью специализированных фитоламп, либо используя обычные светодиодные лампы. Всем большое спасибо за просмотр. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Чтобы не пропустить мои новые видео, подписывайтесь на канал.